Всем привет! Этот ролик я записываю уже второй раз. Первый раз у меня были неполадки с записывающим ПО. Ну, в общем, да ладно. Что сегодня я хочу вам продемонстрировать? Как известно, сегодня у нас 4 мая 2022 года. Ночью вышло новое обновление в Counter-Strike Global Offensive. Это моя любимая игра, я в нее играю с 2014 года. Ну, в принципе, когда она и вышла. Что здесь я хотел вам продемонстрировать? В обновлении у нас включается новый мажор, а именно пропуск на него, ну и плюс некоторые плюшки. Сразу на что обратил внимание, это на логотип этого мажора. Такое ощущение, что Valve постоянно в плане графики деградирует. Может быть, какого-то сотрудника ребенок в детском саду нарисовал вот такого вот льва, который в принципе рычать не может, потому что, ну сами посмотрите, на что он похож. Ну да ладно, не в этом суть. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Открываем, смотрим на цену пропуска. Пропуск у нас PES 1550 рублей, а с токенами 2800. За токены можно приобретать коробки в процессе мажора. Я имею в виду сувенирные наборы. Давайте посмотрим, что у нас из наклеек команд. Так, здесь у нас легенды прошлого мажора. Ну, в принципе, по наклейкам сложно что-либо сказать. Вот, допустим, наклейки голографические. Ну, интересно, блестят. Внизу непонятно, что здесь намазано. Ну, как я и сказал, высшая деградация в графике. Но это мое субъективное мнение. Может быть, кому-то понравится. А вот, кстати, металлические наклейки очень интересно выполнены. С таким металлическим зеленым отблеском. Золотые наклейки давайте посмотрим. Нави у нас. Вот такие вот наклейки. Астралис голографическая, ну прям вся в блесках. В общем, вот такие вот наклейки. Кстати, цену на них также можете видеть. Насчет значка мажора. Уже давно он не меняется. Если мы заглянем в инвентарь, то мы здесь сможем с вами увидеть одни и те же медальки на протяжении уже последних лет, не знаю скольки. Ну, 3-4 точно. До этого были все они разнообразные. Допустим, можете обратить внимание, 16 год, 17, 18, вот ниже. Также 18, 17, ну а потом пошли все круглые одинаковые. Ладно, это не суть. Вот такое вот у нас обновление вышло. То есть у нас близится мажор совсем скоро. Давайте зайдем теперь и посмотрим на прогнозы. Кстати говоря, здесь есть у нас один нюанс небольшой. Конечно, круто эти все мажоры, круто, что Valve предоставляет нам возможность покупать пропуски. Вот только одно но. В России сейчас с этим проблема. То есть пополнить баланс в Steam не является возможным из-за санкций. Соответственно, пополнить баланс напрямую с вашей карты или кошелька мы не можем. Есть, конечно, обходные пути, но они сложные и заморачиваться, в принципе, мало кому будет охота. Что касается внутриигровой валюты, да, конечно, можно продать какие-то скины, купить пропуск, но опять же, это каждый решает сам, хочет ли он продавать свои скины. Я, допустим, не очень хочу. Ну ладно, не будем мы обращать внимание на всю эту русофобию. И кто бы что ни говорил, что русофобии нет, а как это, ребята, назвать? Против простых геймеров, простых граждан. Да по сути, тут большинство геймеров это подростки или дети несовершеннолетние. Поэтому я не знаю, как вот против них, зачем применять санкции. Я даже не знаю, ребята, я об этом говорить не хочу. Давайте смотреть на прогнозы. Я себя аналитиком никаким профессиональным не заявляю. Я всегда ставлю так по душе. Слежу за играми давно, всегда смотрю игры профессиональных команд. Это составляет определенный у меня интерес. Ну, давайте посмотрим. Значит, здесь я сразу вижу несколько команд, которые мне не знакомы. Они играют на тир 2, на тир 3 сцене, и поэтому мне не знакомы. Какие команды у нас должны точно пройти? Конечно же, здесь надо отметить G2, потому что они очень сильные в последнее время. На 3-0 их не буду ставить, потому что просто-напросто может запороть прогноз, какую-нибудь катку проиграют и все. И в принципе и сюда не попадут, и сюда не попадут. Поэтому сюда их 100%. Далее давайте смотреть. Астралис. Ну, последнее время ее форма не очень, но поставим все же. Так, Virtus.pro под названием Outsiders.
Но это Virtus.pro, ребят. Я буду вещи своими именами называть, не вижу смысла это делать по-другому. Конечно же, Team Liquid сюда у нас войдут, это по-любому, они в достаточно хорошей форме. Из всех остальных команд, тут я смотрю, кого еще можно сюда поставить. Очень хотелось бы Мибров, потому что в свое время за них болел. Мне очень нравилась эта команда, но сейчас там абсолютно другой состав, который мне не импонирует. Давайте Энс сюда поставим. Энс тоже в прекрасной форме. Так, Vitality. Vitality в последнее время себя не проявляют активно, но все же поставим их. Команда все-таки занимает топ первых мест, поэтому на HLTV, поэтому сюда мы ее ставим. Ну и Team Spirit, я фанатею от этой команды. Команда хорошая, мощная. Пройдут, не пройдут, не знаю, но поставлю. Так, далее. Кто у нас на вылет 0-3? И я бы вот хотел сюда поставить из ноунеймовских команд кого-нибудь. Но здесь есть некоторые правила при прогнозах, аналитике. Вообще Counter-Strike такая игра, такой вид спорта, где вообще что-либо предсказать, ну, сложно, действительно сложно. Поэтому, когда смотришь каких-то аналитиков, они часто ошибаются. И это не мудрено. Потому что, во-первых, ноунеймовские команды играют на сцене тир-2, тир-3, в общем, где-то там внизу. И, соответственно, там совсем другая ответственность. Они себя проявляют по одному, а сюда приходят, проявляют себя по-другому. И поэтому что-либо сказать про них сложно. То же самое и с профессиональными командами случается часто. Не собрались, устали, что-то не пошло, тильтанули и так далее. Поэтому какой-то адекватный, стопроцентный прогноз вам не даст даже какой-то профессиональный аналитик, который всю жизнь связан с контролем. Это вот 100%. Так что, когда вы смотрите на различных сайтах, как играли ноунеймовские команды в последнее время, у кого выигрывали, как они себя вели, и потом делать по этому выводы, тоже не считаю разумным, потому что здесь совсем другой уровень игры, и здесь они, соответственно, могут вовсе не собраться или растеряться, это тоже норма. Вот эта вот команда, мне просто не нравится логотип, ребят, честно. Я не знаю, что за команда, мне не нравится логотип. Далее смотрим, кто у нас выйдет на 3-0, то есть победителем полным. Вот не знаю почему, мне хочется сюда забабахать Complexity. Другие команды я просто не вижу. Кто? Force? Ну не знаю, Force вряд ли. Давайте Complexity поставим, либо они проиграют, вообще вылетят, либо у нас 3-0 пройдут. Пускай остается так. Вот такой прогноз. Что еще можно здесь сказать? Вообще по поводу прогнозов, ребят, никогда вы не смотрите на супераналитиков, потому что они часто ошибаются, я вам сказал уже почему. Это Counter-Strike, здесь команды могут приехать несобранными, могут наоборот удивить, но ноунеймовские команды вообще неизвестно, что они покажут на такой арене. Это серьезный уровень для них, и, соответственно, как они себя покажут, мало кто знает. В общем, я свой прогноз оставляю так. Вот такое у нас вышло обновление. Интересное, в принципе, это всегда интересно следить за мажором, плюс поддерживать свой прогноз. Для контингента игроков это очень интересное событие. Также хочу вас попросить, ребята, подписаться на мой Дзен-канал, потому что с Ютубом все неоднозначно сейчас, как что пойдет, такие сложные времена. Допустим, вы могли заметить, что пропали иконки на Ютубе, иконки профилей. И это тоже не просто так, иконки хранятся на российских серверах, это уже известный факт. И, соответственно, пропали они не просто так. Конечно, не хочется разводить панику, но уже неоднократно были заявления о блокировке YouTube, поэтому все равно какой-то процент должен будет перейти на другие платформы. Я уже выкладывал ролик по поводу того, что произошло с Инстаграмом, когда его заблокировали. То есть Инстаграм сам проводил анализ и дал такие данные, что 40% пользователей из России просто потерялись, то есть перестали заходить в Инстаграм, несмотря на наличие VPN. То есть не всем это нужно на заблокированные платформы заходить. То есть YouTube может повторить участь Инстаграма, и, соответственно, если вам интересно, как я что-либо рассказываю, помогаю вам про компьютерную тематику, то милости прошу, заходите на Дзен, подписывайтесь, буду очень вам рад за такую поддержку. Ну, на этом все. Всем пока, всего самого наилучшего вам, ребята.